Народ, всем привет, меня зовут Руслан, и вы на канале Мастак. Друзья, в последнее время возникает очень много, неимоверное количество вопросов про цену на эпоксидную смолу. У нас есть ролик с реальным ценником эпоксидки, который мы снимали в том году, в мае. Цены там немного другие, отличающиеся от нынешних. Но, к сожалению, люди до сих пор ориентируются по тем ценам, по тому видеоролику. Сегодня попытаемся выяснить, сколько же действительно стоит эпоксидная смола в 2021 году. Со скриншотами, сайтами, всевозможными источниками и тому подобным. Поехали! Ну что, друзья, давайте начинать и вкратце объясню, в чем суть ролика. 7 месяцев назад на нашем канале вышло видео с названием «Реальная цена эпоксидной смолы». Я оставлю вот здесь подсказку для тех, кому интересно, можете посмотреть. В том ролике мы рассказали о парне, с которым познакомились, он сам из Риги, и он нам по секрету рассказал, что себестоимость эпоксидной смолы на производстве 230-250 рублей. Он сам работает на производстве, поэтому он знал, что говорил. Также мы нашли ребят, которые во Владимире, в России, работают также на производстве, выпускают эпоксидную смолу, и стоимость этой эпоксидки 350-380 рублей. Об этом мы также благополучно рассказали в соседнем ролике, который назывался «Самая дешевая эпоксидка в России». Все было прекрасно, великолепно, время шло, люди продолжают смотреть ролики до сих пор, и, к сожалению, небольшая неактуальность появилась в наших словах, так как мы говорили, что ценники совсем иные, что можно дешево приобрести эпоксидную смолу, но ценники немного подросли. Но почему-то все равно все ориентируются по ценам мая 2020 года. Сегодня попытаемся все это развеять, и давайте не будем затягивать, вкратце я все объяснил, переходим в самые большие информационные источники. Я буду рассказывать, справа или слева от меня будут скриншоты, которые мы делали, вы можете все это проверить, перепроверить, как вам угодно, как вам удобно. И начали мы с сайта Авито, начали поиск эпоксидной смолы на самом большом сайте продаж в России, наверное, где очень много людей, которые продают от и до, и в том числе и эпоксидную смолу. Мы начали поиск с самой низкой цены, и этот ценник составлял 300 рублей. Многие пишут в комментариях по сей день, что вот, мол, Руслан, ты сам говорил, что цена на эпоксидку небольшая, а сам сейчас завышаешь. Что за дела, что за негодяйство. Стало немножечко даже неприятненько, скажу так, но в целом сейчас все будет понятно. Мы начали, опять же, с 300 рублей. Сейчас вы увидите, до какого ценника мы дошли, чтобы найти нормальную эпоксидную смолу. Итак, за 300-350-400 рублей мы нашли эпоксидную смолу ЭД-20, которая подходит для строительных работ, латания кораблей, не знаю, может быть, каких-то радиоэлектромонтажных работ и тому подобного. Но одно объявление нас очень хорошо заинтересовало. Мы нашли на Авито эпоксидную смолу за 400 рублей. А я напоминаю, что мы искали по всей России, то есть не только в Москве, там, в Санкт-Петербурге или в каких-либо других городах. Мы поставили диапазон поиска «Вся Россия». Итак, мы нашли эпоксидную смолу за 400 рублей. Сейчас будет такой скриншотик, видеоролик, в котором вы убедитесь, что я не вру. Мы сначала подумали, что 400 рублей, круто, все. Видимо, мы ошибались. Но нет, к сожалению, за 400 рублей человек продавал всего лишь 0,5. Полкилограмма эпоксидной смолы с твердителем. То есть, опять же, миф наш разбился, и мы продолжили поиски выше. Давайте не буду затягивать. Мы дошли до 750 рублей за литр эпоксидной смолы. Точно не помню, кажется, это был Пермский край. То есть, соответственно, тем, кто живет в Перми, вы можете приобрести, наверное, хорошую эпоксидную смолу. Возможно, это та же самая ЭД-20 перелитая, просто немножко в другие канистры и тому подобное. С Авито на этом моменте затягиваем. Возьмем лишь такую вот шкалу в 750 рублей, друзья. Следующим пунктом, который мы решили
куда мы решили зайти в поисках эпоксидной смолы, был, конечно же, сайт AliExpress. Я понимаю, что сейчас многие скажут, да какая там эпоксидка на AliExpress. Но почему бы нет? Мы зашли на сайт, все проверили и нашли самый прекрасный дешевый ценник за 200 грамм эпоксидной смолы. 190 рублей. Соответственно, если мы все это возьмем в масштабе за литр, у нас выходит в районе 950 рублей. И то неизвестного качества, так как смола продается исключительно ювелирная, мы можем учитывать только один вид эпоксидной смолы. А это как бы не всех устраивает, потому что многие занимаются столешницами, другими изделиями из дерева, где нужна более массивная заливка. Соответственно, это не подходит. Продолжаем поиски. Следующим пунктом, местом, в котором мы будем искать эпоксидную смолу, был Яндекс. Я думаю, каждый хотя бы раз заходит на этот поисковик. Яндекс один из самых популярных мест, наверное, в мире, куда все заходят почитать новости и тому подобное, и вы с легкостью сможете убедиться в правдивости моих слов, друзья. Здесь будут скриншотики, приблизительная цена в поисковике, что выдает 750-800 рублей, и то не за литр эпоксидной смолы, а если даже за литр, то очень сомнительной эпоксидной смолы. Итак, мы использовали Авито, AliExpress, Яндекс, и остается один последний поисковик, но это не поисковик, это сайт, это приложение, это то, чем пользуются все, но там, где можно найти действительно дешевую эпоксидную смолу. Instagram. Друзья, я думаю, очевидно и просто, и я оказался бы козлом, если бы не упомянул об эпоксидной смоле Эпостак, которую можно сказать у меня, но сейчас, конечно же, речь не об этом. Эпоксидная смола у ребят из Владимира. Эпоксидка под названием «Океан», ценник на которую был 350-380 рублей. Я думаю, многие бы придрались ко мне, если бы я не учел тот факт, что как бы вот смолы дешевой нет, там все, про ребят забыли. Нет, ребята до сих пор работают, у них отличное производство. Скорее всего, я так и не узнал про качество этой эпоксидной смолы, но в целом даже их ценники на данный момент в районе 550-600 рублей за литр эпоксидной смолы. Соответственно, друзья, мы можем подвести маленький итог, что самая дешевая эпоксидка в России на данный момент 550 рублей. Для тех, кто уверен, что эпоксидка стоит дешевле, я буду очень рад и признателен, если вы мне скинете ссылки на эту эпоксидную смолу. Вы можете кидать в Инстаграме, ВКонтакте, где угодно. Я с радостью с вами пообщаюсь и буду рад вообще, если вы найдете действительно таких ребят. А также можете скинуть ссылку на эпоксидку прямо в комментарии. Я ее закреплю под этим видео, чтобы люди могли пользоваться дешевой эпоксидной смолой. Но, друзья, тут есть один маленький нюанс. Так же, как и у ребят из Владимира, из компании «Океан». И он очень большой. Если вы новичок и вам нужен 1 литр эпоксидной смолы, дабы попробовать себя в этом новом направлении, в новом творчестве, друзья, то я вас разочарую. Вы не сможете приобрести 1 литр эпоксидки в компании «Океан» и во многих других компаниях, в которых ценники достаточно низкие, так как это оптовый производитель эпоксидной смолы. Друзья, минимальная тара, в которой продается эпоксидка у, по крайней мере, ребят из «Океана», и я знаю еще пару ребят, которые продают чуть-чуть дороже, это 7 литров. От 7 до 32, и там уже бочками просто можно вывозить у них. В целом, если вы, допустим, утверждаете, что можно купить эпоксидочку и за 550 у ребят из «Океана», то вам либо придется очень долго договариваться, на что я очень сомневаюсь, потому что ребятам нет смысла продавать 1 литр, а не оптовики, либо вам придется приобрести 7 литров по цене 550 рублей. В целом выгодно, взяли 7 литров, наслаждайся, и смолы много. Но, с другой стороны, если вдруг вы зальете маленькое украшеннице, допустим, и не пойдет, не понравится, придется отнести 3500 рублей в мусорный бак. Мы находили также, кстати, на Авито бэушные, то есть люди покупали действительно 1 литр, там, не знаю, допустим, Артлайна, Эликуа мы видели, также не помню, как смола называлась, бог с ним.
То есть люди покупали эпоксидку, допустим, за 1000-1500 рублей, но продавали за 500 просто, чтобы дабы продать, потому что смола чуть открыта. Но в целом мы не считаем это как источник, в котором можно действительно приобрести эпоксидную смолу. Друзья, я опять затрещался, опять немножечко воды налил. Давайте краткий итог. Авито, Алиэкспресс, Яндекс, Инстаграм. Самый дешевый ценник на данный момент на эпоксидную смолу 550-600 рублей. И то не за литр. Если вдруг вам нужен литр, вы можете ориентироваться в ценник от 750-800 рублей. Так уж складывается. Для тех, кто считает, что это не так, вы можете найти, опять же, источник. Пришлите мне, пожалуйста, ссылку на эту эпоксидную смолу. Я буду очень рад и признателен вам. Но факт остается фактом. И я, кстати, напоминаю, что есть прекрасная эпоксидная смола под названием Эпостак, которую вы можете приобрести от 1 литра. И приобрести ее у меня. Но это по желанию. Можете приобрести и много других хороших эпоксидных смол. На этом, я думаю, стоит заканчивать эту демагогию. Напоминаю, в комментариях, друзья, обязательно напишите, за сколько вы покупаете эпоксидную смолу. Либо просто я очень плохо ищу эпоксидку, либо все-таки правда такова, что дешевой эпоксидки, как в том году, нам не видать и придется грустить. На этом я прощаюсь. Меня зовут Руслан. Вы были на канале Мастак, друзья. Подписывайтесь обязательно, если хотите узнать что-либо об эпоксидной смоле. Полезное и неполезное. Всем пока!